Доброе утро, народ. Сегодня опять проснулись. Уже быстренько собрались. Целую ночь была гроза. Была гроза с молниями, с громом, совсем подряд. Мне пришлось, машина стояла вот так носом сюда. Вот так вот. Но тут уклон. Мне пришлось даже перед грозой переставить машину вот таким образом, чтобы не сдуло. Вообще бы думали, что сдует ветром и с дождем смоет вот сюда прямо в озеро эту. В палатке мы рискнули остаться. Почти не промокла, почти чуть-чуть в некоторых местах были капли, но почти не промокла наша палаточка. Мы остались сухими. И до утра такой ветер, такая буря была, что мы уже думали, все, как собираться, фиг ее знает. Когда вылез, высунул нос и видел, что нету, уже только ветер остался. Мы быстро начали собираться. Даже кофе не стали готовить, ничего, чтобы время не терять, а то вдруг снова пойдет. Видите, еще как тучно. Вдруг еще снова дождь пойдет. Соответственно, попьем кофе где-то на заправке. Смотрите, кампинг вот такой муниципальный, то есть государственный, скажем так, дешевый кампинг. У нас еще до сих пор так и не пришли, деньги не взяли. Сейчас если на выходе кто-то будет, предложим, но не будет, значит, заехали, переспали. Тут в многих кампингах муниципальных именно так. Народ со мной тут сидел целый вечер до 12 ночи, мы ловили карпов. Я поймал с десяток карпов на херабуну вот здесь вот, на тесто, на простое, на наше, никаких китайских примочек. Вот, мои прикормку АТП, которые я продаю на магазине leonpesca.com, оставлю кому надо, прикормка для рыбалки или удочки берете у меня по интернету. Отправляем по всей Аргентине или приходите забираете. Вот и ее примешал немножко, чтобы она не падала. С крючка примешал немного этого, гуси пошли уже полоскаться, муки, попросил здесь у соседей. И она на крючке начала держаться с десяток карпов. Один, правда, был такой здоровый, что просто перервал поводок с крючком, ушел. Ушел, как мы говорим, с пирсингом, то есть с этим самым, с крючком в губе. Ладно, потому мы быстро, чтобы не начался дождь, собрались. Пить кофе даже тоже не стали, ничего не рискнули. Мы не знаем, куда тучи дует. Может, конечно, уже будет хороший день. И продолжаем наше путешествие. Путешествие сейчас продолжаем пока что в сторону Сан-Луиса, но идея вообще в Мендосу. Поехали, народ. Подписываемся, смотрим дальше. Путешествуем по Аргентине. Вот так. Мы заехали на Shell заправку. Смотрите, утром, чтобы попить кофе, там не попили. И заодно воды купить. Вода стоит 200 песо, то есть я имею в виду, какая вода. Горячую воду, они такую фишку дают, и заливаем в термос. Ник пошел заливать. За 200 песо зальем термос с кипятком, и потом будем заваривать себе свое кафе. А так купили, Ник захотел кофе с молоком, я обычное кофе, две такие медиалуны. Это 5200 стоит, 5200 на всякий случай. А просто горячая вода 200 песо. Можно, в общем, кучу горячей воды набрать. Но надо и кофе один раз выпить. Так что вот такие дела, вот такое вот. Сейчас будем, Ник придет с термосом. И в дорогу забрали, у нас заварное кофе есть. Вот. Ник уже идет с термосом. И будем заваривать кофе, потом заварное с этим самым. Не заварное, а, ну, в общем, в пакетиках у нас есть. Заехали уже в Сан-Луис. Тут сразу стала такая двойная дорога хорошая. Был контроль, санитарио. Это когда проверяют фрукты, что не завозите там в других провинциях. Но он был, ну, никого там не было, нас не останавливали. Так что мы проехали его просто так. Заплатили за проезд 400 песо. Это сегодня. Когда вы будете смотреть это видео, может быть совсем уже другое цены. Пейзаж, то есть пейзаж трошечки меняется. В том плане, хоть какие-то горбачки появляются. Ну, вообще как-то чуть-чуть отличается уже провинция. Так, если посмотреть, то немножко отличается. Народ, мы находимся в провинции Сан-Луис. Смотрите, заехал на ИПФ заправку. Вот такие ИПФ. Вот с такими синенькими. У немцов тут не написано ИПФ. Ну, в общем, найдете ИПФ. Это самый, что хотел сказать. Я сейчас буду колеса прокачаю.
Это бесплатно, можете подъехать, вот набрать, прокачать. Ну, я не буду прокачивать, я проверю, там все ли хорошо, потому что дальше горы. И вот смотрите, берешь и в термос заливаешь бесплатную воду. Вот, допустим, на этом самом, на Шелле мы покупали термос за 200 песо. Воду залить. Здесь подходишь и написано сервисио гратуито. То есть вот подставляешь свой термос и заливаешь. Видите, грать бесплатно. Вот, кипятком. Нажимаешь, залил. То есть кофе делать, там маты делать. Это просто для тех, кто не понимает. Вот люди залили, он там, и он чай заварили себе. К примеру, мы уже кофе, так сказать, заварили. Но, чтобы понимать, сейчас открою, проверю масло, проверю колеса, жидкость, потому что впереди у меня горы, и мне надо быть уверенным в машине. И заправиться еще раз по чуть-чуть. Где-то только немножко уходит бензин, я сразу заправляюсь. Ребята, как пейзаж изменился, смотрите, справа, слева появились горы, Сан-Луис, больше и меньше. Ну, мы поедем еще в Анды, горы настоящие. Но эти тоже, вот с правой стороны у нас довольно-таки большие горы получаются, такие как Кордовы там. Дороги пока вообще, скажем, хорошие. 120, скоростная дорога платная, ну, хорошая, без каких-либо ям там. В принципе, пока ехать приятно, скажем честно. И уже остановились немножко показать вам, правда, дождик идет, но все равно, смотрите. Сан-Луиса еще, наверное, километров 80. Есть такие места, где можно посидеть, поотдыхать. Написано, наверное, для Сан-Луис, типа, сделало правительство Сан-Луиса такие местечки, видите? Но хотел просто показать этот, какие тут все. Деревья подписаны, что это пино. Видите, что это такое, это кактус. Вот так в подъезде к Сан-Луису, смотрите. Вот так уже изменился пейзаж. Нам туда. В общем, ребята, что вам сказать? Я смотрю, что в Аргентине есть просто суперские места, где можно выбрать и жить, и все. Вот одно из них, я говорю, Сан-Луис. Пока что нам очень нравится, все чистенько, классненько, красивенько, постройки. Есть, конечно, и социальное жилье. Вот буквально справа тут есть такие, как бы, социальное жилье. И, наверное, видишь, но основная масса все-таки. Это везде есть, и под Буэнос-Айресом, и где только хочешь. Но все-таки места красивые, город красивый, дома там шикарные, блин. То есть, кто работает, тот может найти себе прекрасное место для жилья. Смотрите, какой пейзаж, офигенный пейзаж. Если честно сказать, серый, приближаемся к Андам. И тут, ребята, что хотел сказать, вот во многих провинциях Аргентины есть такие дороги. Вот одна из них. Это мы находимся между Сан-Луисом, это имеется в виду столица провинции Сан-Луис, и едем в город, который в провинции Мендоса, будет Сан-Рафаэль. Одним словом, тут 260 или 270 километров расстояния. Мы спросили перед этим, и нам сказали, что мы ничего по пути не встретим. То есть можно встретить вот такое там одинокое какое-то строение, но не будет тут больше поселков, там, городов. И таких дорог очень много. В Пампе много таких дорог. В Рио-Негро много таких дорог. Где, к примеру, до чего-то ты едешь, и там 200 километров, 300 километров нет ни поселка. Так что потому всегда, если вы знаете, что у вас может быть такая дорога, запасайтесь бензином. У нас почти полный бак.
И запасайтесь, чтобы у вас была ваша еда и ваша вода. Обязательно. То есть... Вот это, ребята, вот это мои любимые дороги. Вот такие, смотрите. Никого, изредка машина. Идеальная дорога. Можешь лечь, полежать. Можешь пофоткаться. Поспать на трассе. Смотрите. «300 километров такой дороги. Меня просто, как говорят, распирает от эмоций. Наконец-то я снова на своих любимых аргентинских дорогах. Впереди Мендоса, впереди Анды. Классно. Так, уже Партидо Сан-Рафаэль. На горизонте видно горы. Первые, как говорят, поселки, которые мы здесь повстречали на нашем пути, то есть после 200 с лишним километров просто такой пампы. Через 350 метров поверните налево. Так, Сан-Рафаэль туда, Маларге туда. В поселке встретили ИПФ, буду подзаправляться. Что меня порадовало, 914. Последний раз заправлялись по 990. То есть почти на 70 где-то песо, приблизительно 80 дешевле в Мендосе бензин на том же ИПФ. Это меня радует. Заправляюсь сразу, полный бак. Пойти посмотреть, продает мужик Дамаско и Дурасно. А там машина стоит, Вини продает. Надо спросить, сколько чего стоит, может купить себе чего. Вот. Хорошо. Купил себе пакет Дамаско из сада, 1000 песо. А еще Дурасно, персики, 2000 песо можно хотел эти. А еще есть какие-то чаты, есть другие сорт персиков, 2500 пакет. Ну или хочешь, можешь взять ящиком, будет дешевле. Но мне ящик не надо, так что я взял вот пакет вот этих и все. Подкрепились местными фруктами, потом местными эмпанадами, пирожками такими с мясом, которые попросили, и более дешево, чем у нас в Буэнос-Айресе вышло бы, так посчитали. Бензин более дешевый получился, залились. И смотрите, вот такая природа, на горизонте горы, и мы поехали. У нас еще осталось, написано, это 51 километр. Ну, это так предварительно до городка, дальше в городке там поискать, но 50 километров. И смотрите, ну, дорога тут хорошая, нам понравилось. В всяком случае, в этом поселке тоже понравилось. Местные продают вкусную еду и не загибают, ну, цены. Как вам такая дорога, нам понравилась. Смотрите. Все на поездах. Вино в этом. О, я такое себе потом возьму. Я уже когда-то брал в одной поездке вино, которое продается в таких бутях, 5-литровых, с такой кондейкой плетеной. Не обязательно такая кондейка нужна. Вот сидим, все, что в машине есть, чтобы место было куда положить. О, Одега впереди. Да, мы попали в рай. Приехали в кампинг такой. 6000 в день за, ну, 2 человека за 3000 и 3000 палатка. 14 гектаров кампинг на реке. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, рыбалки здесь сказали нет, а есть этот самый. Ну, потому что река быстро бежит. Соответственно, здесь не рыбачат. Но тут всякие виды спорта, там рафтинг и все такое. Они тут практикуют. Но мы хотим сначала прежде определиться, как бы понравится ли нам место. Скажем честно. Само место, именно как установить палатку, все, а потом посмотрим. Останемся мы здесь или поищем что-то еще. Больше всего, что мы еще поищем сейчас.
Потому что что-то нам не ахти как. Почти нигде нету электричества. Где есть далеко от реки и не зелено, а вот так вот на песке. И шумно. Ну, одним словом, а там около реки, там вообще как бы и телефон не работает, и еще и нету электричества. Одним словом, сейчас поищем что-то. Посмотрели, и кампинги здесь взрывают мозг ценами. Это как будто ты попал в Майами. Дешевле, наверное, съездить в Бразилию, там побыть и этого. Покажи бодеги. Одна на одной. А я расскажу пока. Это винодельни. Богодельни, винодельни, богом данные винодельни. Ну, бодеги. Как же называют? Винные заводики. Тут их полно, это вся улица, винные заводики, и дегустировать вина и все такое. Одним словом, приблизительно на вечер мы, наверное, остановимся в том кампинге, в котором мы только что были. Мы сказали, что поездим, посмотрим дела наши еще, и потом, может быть, вернемся. Но нет проблем, можете за день заплатить, за 2, за 3. А потом нам Света, молодец, подсказала такую идею, что не искать кампинг, где остановиться, сидеть на месте и туда-сюда от него ездить, а искать места туристические, в которые мы хотим посетить. А вокруг них потом уже искать, где остановиться, и даже если сильно понравится, то можно и на несколько дней. А если не сильно понравится, то на одну ночь у нас есть небольшая палатка, бросили, переспали, переделали и поехали дальше путешествовать. Одним словом, можно так делать. И больше всего, что мы так и сделаем. Вот такая наша авантюра. Будем искать не место, а будем искать туристические места. А не где спать, а там, где будет спать.